Всем добрый день! Тема этого видео — сварочные маски Хамелеон с автоматическим светофильтром, произведенные в России. Хочу развеять один большой миф. А миф заключается в следующем. То, что в России нету заводов по производству светофильтров автоматических. В России есть заводы по производству сварочных масок, где изготавливают щитки, где изготавливают оголовье, где изготавливают расходку, где изготавливают светофильтры пассивные. То есть это с постоянным затемнением, там стеклышки, грубо говоря, C3, C4, C5, C6 там, и так далее. Разные там модификации. Но производство светофильтров в России нету завода. Единственный завод был в 2000-х годах, он закрылся, сейчас их нет. Объясню, почему я это говорю. Потому что если мы заходим в Яндекс, набираем сварочные маски, произведенные в России с автоматическим светофильтром. Заходим там на Тиберис, сварочные технологии, все инструменты. Там можно выбрать вкладку «Страна происхождения» или там, «Страна изготовления». Мы нажимаем «Россия», и у нас вот такой вот список сварочных масок. Но это же полное вранье, это же как бы бред полный. Что еще хочу сказать? Почему так делают? Почему многие производители делают то, что у них сварочные маски произведены в России? Первое, что это политика импортозамещения. Это, конечно, хорошо, здорово. Второе, это то, что если сварочная маска произведена в России и есть заключение Минпромторга, то тогда на предприятии есть большие преференции по льготам, по страховке, там, по налогам и так далее. То есть, если предприятие используют российские СИЗы, средства индивидуальной защиты, то там есть большие льготы. Поэтому многие производители в России сварочных масок пишут то, что... Не многие производители, а многие фирмы, которые торгуют сварочными масками, пишут то, что сварочная маска произведена в России. Такой, не знаю, конкретный пример, как, допустим, там... что у нас там сразу же? Кедр, Старт, там другие поставщики, там, я не знаю, вот опять же, посмотрите в Яндексе, вот такой вот список тех, кто говорят, что произвели сварочные маски в России. Тот же Росомс, по Росомсу вообще там отдельная история. Сам завод производит щитки, также производят расходку, также производят оголовье. Но сами-то светофильтры они возят из Китая. И опять же, люди, которые в этом разбираются, прекрасно это понимают. И все, наверное, как сказать, кто именно в этой теме, кто завозил сварочные маски, кто ими торговал, кто их сертифицировал, кто в этом рынке. Конечно же, все понимают, все же как бы не дураки. И у нас получается какая-то глупая ситуация. Заходим в интернет, очень много производителей пишут, что у нас сварочные маски произведены в России. У вас сварочные щитки произведены в России, но не светофильтры. Технология изготовления светофильтров — это очень высокотехнологичная вообще отрасль. Там от 12 до 18 слоев, там сейчас, наверное, в современных масках даже еще больше. Там вся таблица Менделеева по редкоземельным металлам. Это вообще такое производство, где полностью там автоматизация, роботизация, где люди работают там в белых халатах, полностью стерильные условия. Там эти помещения, эти цеха, там 3 уровня защиты, чтобы туда пройти, там, чтобы с собой там какую-то там, не дай бог, там волосинку, пыль там не занести. Но это по факту вот как на там, мировых производителях, на мировых заводах по производству светофильтров. Там в Китае их большое количество, самый лучший это Текман. Там также есть европейские это у нас Балдер, Словения, это Аптрел, Швейцария, это американский, это 3M, Speedglass. Также есть Южная Корея, Otos. То есть это такие мировые гиганты, которые поставляют свои светофильтры там, во многие бренды, на многие маски, плюс под своими брендами, плюс там еще в Китае там не один завод. Я, кстати, наверное, под этим видео сейчас привожу список китайских заводов и европейских и американских заводов по производству светофильтров. Там мировых лидеров, там, не знаю, по пальцам одной руки можно посчитать. В Китае там, естественно, там большое их количество, а самые топовые я перечислю. В общем, вот такая вот получается ерунда. Как в интернете маркетологи, производители, там, не знаю, да все кто угодно, там, менеджеры пудрят людям мозги простым конечным покупателям, пользователям, которые хотят купить нашу отечественную там сварочную маску с нашим светофильтром. Ему говорят то, что это Россия, но это нифига не Россия. И это факты, это, как сказать, это многие это вообще знают. Кстати, вообще сварочные маски с автоматическим светофильтром пришли к нам, их специально для этого не придумывали, их придумывали для летчиков, которые летают там на больших скоростях, они летают, допустим, на солнце, либо против солнца, солнце отражается, либо солнце светит прямо на них, и тогда им нужно, чтобы был нормальный обзор, чтобы, как сказать, было автоматическое затемнение. И технология именно пришла оттуда, а потом уже с помощью
Когда пришло это на гражданскую продукцию, тогда уже модернизировали ее, улучшили, и спектр уже полностью обрезали, как там ультрафиолета и инфракрасное излучение. И тогда они уже пошли как бы в сварочные маски с автоматическим затемнением. А вообще технологии там от летчиков пошла. В принципе, наверное, у меня все. Еще хотел сказать такую штуку, то что у многих еще есть локализация, так называемая. Ну, то есть везти из Китая целую коробку с готовой сварочной маской на самом деле не совсем выгодно, потому что мы везем очень много воздуха. И многие производители, только топовые производители, везут сразу же отдельно в коробке полностью собранную маску. А многие производители в России, которые там говорят, то, что вообще произведено в РФ, делают следующим образом. То есть коробка щитков, коробка оголовья, коробка расходки и коробка светофильтров. Это все привозят куда-нибудь на базу, там руками нанимают рабочих, это все собирается, там, естественно, условия там не стерильные, не такие, как на мировых топовых производителей на заводах. И все это потом как бы собирается, и вот маска готова, там сертификацию покупают, там сейчас это, к сожалению, это сейчас делается очень легко, и все, маска продается конечным пользователям. В общем, это плохо все, это все прям, когда на это все смотришь, как-то не по себе становится. К сожалению, в России нету заводов по производству автоматических светофильтров, потому что это очень сложная технология, и там, как я говорю, во всем мире только там несколько производителей, ну и в Китае их дофига. В общем, так, развеял я этот миф. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. С вами был Сергей Витищенко. Если было интересно, обязательно поставьте лайк. Все, всего доброго, до свидания.